Здравствуйте, мои прекрасные зрители и подписчики! Лечу в первый раз в Узбекистан. Предлагаю присоединиться. Конечно, выбрал лететь национальным перевозчиком Узбекистана авиакомпании «Узбекские авиалинии», которая летает из двух аэропортов – Внуково и Домодедово. Мне удобно воспользоваться рейсом из Внуково. Громко взлетел Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» вечерним рейсом в Тюмень. Вечером почему-то площадь перед входом была пустынной. Ожидал очередь, но прошел быстро. Поднимаюсь на второй этаж посмотреть табло, на каких стойках идет регистрация. В аэропорт приехал за 3 часа до вылета. Мой вылет в 20:50, стойки 57-59. Как много рейсов в Ташкент сегодня. Заранее при покупке не смог выбрать место на сайте авиакомпании на рейс туда, только обратный. Для вылетов из Внуково недоступна онлайн-регистрация. На стойках подозрительно никого не было. Получил место, как и попросил, около окна. А рядом шла регистрация на рейс в город Ургенч. На втором этаже в детской зоне находится Внуково из кубиков. Вот бы домой такой. В зоне стоек Победы тоже шла регистрация в Ташкент, и было пусто, кроме одного пассажира, который доказывал сотрудникам, что его ручная кладь соответствует строгим нормам авиакомпании. Закончилось все хорошо, его пропустили. Сейчас пойду посмотрю, есть ли очередь на паспортный контроль. И если ее нет, может быть, куда-нибудь схожу, покушаю вне аэропорта, потому что больше 3 часов до вылета. Информация, которая может попасть в интернет, может использоваться. Спускаясь по эскалатору и снимая себя для предыдущего клипа, был остановлен сотрудником аэропорта, которая сказала: «Снимать нельзя, это закон, потому что режимный объект». Предложил уточнить на стойке информации, она отказалась. Выходить перекусить перехотелось. Пойдемте проверим очередь на таможенный и паспортный контроль. Около зеленого коридора было немного людей, и у пограничников по 3-4 человека на кабину. Вспомнил, обычно же спрашивают, сколько с собой денег, а у меня были пустые карманы. Забыл снять рубли. Во Внуково удобно, на видном месте стоят банкоматы. Сейчас мне подходит любой из них. Прилечу ночью, нужно будет добираться в отель и иметь наличные. Надеюсь, в аэропорту будет возможность поменять рубли на суммы. Снимаю 5000, не знаю курс, но должно хватить на пару дней. Банкомат выдает одной бумажкой, хотел же снять 4900. Возвращаюсь к зеленому коридору, здесь никого нет. Миную его без вопросов, хотя готов громко сказать, только 5000 рублей с собой. За пару минут прохожу пограничный контроль, где спросили только о цели поездки, и попадаю в небольшую очередь в зоне предполетного контроля, которая двигается медленно. Еще раз перед проверкой безопасности смотрят посадочный и паспорт. На посадочном появляется много разных штампов. В очереди обращаю внимание на какой-то аппарат, типа ворот. Не смог понять его назначение. При ближайшем рассмотрении в нем встроены 2 небольшие камеры с каждой стороны. Может, вы знаете? На контроле было все строго, поэтому его проходил долго. За ним чистая зона и VIP электрический транспорт. С внутрироссийской стороны таких не видел. Внуково длинный, и если выход с самого последнего телетрапа, идти придется прилично. На входе магазин Duty Free, который можно обойти, цены в нем высокие. До начала посадки еще около 2 часов. Время посмотреть ассортимент самолетов на перроне. На стоянке напротив грузового терминала стоят грузовики авиакомпании «Авиастарту», ближайший к нам 757 в ливрее с дека. Хорошо научились делать макеты еды, не отличить от настоящей. Начали ставить около входа в кафе. В международном секторе хороший выбор перекусить. В одном из мест меню находилось на улице «Давайте посмотрим на цены». Дороже московских получается и точно дешевле, чем в Шереметьево. Терминал длинный и светлый. В середине делится на 2 зоны. Одна с выходами на посадку, другая с магазинами, кафе и бизнес-залами. А посередине находится фонтан, который служит основанием платформы диспетчерской вышки. С нее, наверное, видно перрон на 360 градусов. Недавно прилетел 777 турецких авиалиний из Стамбула. Время полета у него получилось 3,5 часа. Авиакомпания летит через Европу. Пролетают Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Беларусь. Сейчас идет разгрузка багажа. А решил пойти дальше, к последнему выходу на посадку. На перроне стоял самолет Победы, и за ним законсервированный А330 авиакомпании iFly в ливрее китайского города Санья. В сторону взлетно-посадочной полосы порулил Boeing 737 авиакомпании «Победа» рейсом в Ульяновск. Навстречу ему вырулил такой же Boeing 737, который прилетел и рулит к терминалу. На момент показалось, им придется выиграть в игру, кто первый свернет или сдаст назад. А рулежка-то одна. Свернул самолет Победы. Сначала как-то взял налево, и потом только направо. Прилетевший самолет принадлежал авиакомпании «Скат» и прибыл из прекрасного города в южной части Казахстана Шымкент.
Время полета получилось 3 часа и 39 минут. На перроне появился малыш Як-40 Вологодского авиапредприятия. Самолет 1976 года выпуска. Частично сохранил ливрею авиакомпании «Ямал», в которой летал в 2000-е годы. Если хотите посмотреть на взлеты и посадки самолетов, подходите к 18-му выходу в самом конце терминала. Открывается вид на так называемую Большую Крестовину – место пересечения двух взлетно-посадочных полос аэропорта. В работе было 2 полосы. Самолеты садились как на полосу номер 24, так и на полосу номер 10, на которую как раз вдалеке заходит на посадку самолет. По личному опыту чаще всего используется полоса 6.24, а взлеты и посадки с полосы 10.19 носили эпизодический характер, но чтобы в течение дня самолеты одновременно заходили на 2 полосы, вижу впервые. Из-за того, что сейчас Flight Radar практически не показывает самолеты около Внуково, понять, кто приземлился, можно только когда станет лучше видно ливрею и бортовой номер. И это, кажется, мой самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, который прилетел из Ташкента. Недавно был дождь и полоса еще мокрая. За ним взлетает самолет Победы, который видели раньше, рейсом в Ульяновск. Чтобы добраться до полосы взлета, он хорошо покатался по перрону. И следом, с интересной траекторией, Як-40 в Вологду. На стоянке, около выхода на посадку моего рейса, началась активность. Сотрудники готовились встречать самолет. Впервые на моем канале будет полет на Boeing 767-300ER. Конкретно этому борту 12 лет. Завода летает в авиакомпании Uzbekistan Airways. Сейчас, судя по флайт-радару, его чаще всего ставят на рейсы между Ташкентом и Москвой. За 24 часа успевает сделать 2 парных рейса. И так каждый день. Встречающий показывает скрещенные жезлы над головой. Означает остановку. И кулак вверх. Установите тормоза. Самолет стоял еще пару минут, не выключая двигатели. Возможно, выполнял процедуру охлаждения для избежания теплового повреждения. На полосу сел 737-800 авиакомпании ЮТР из города Самарканда. Полоса все еще была покрыта водой. На перрон зарулил самолет Победы в ливрее одной из корпоративных ценностей авиакомпании, прилетевший из Стамбула. Прилетел, между прочим, с опозданием на 50 минут. Облака в районе аэропорта как-то не внушали оптимизм. Светило солнце, а над головой становилось все темнее и темнее. Прогноз говорил про грозу и ливень. А320 в стандартной для национальной авиакомпании ливреи, но с большой надписью «Экспресс». Это дочерняя структура, в самолетах которой нет бизнес-класса и не такой премиальный сервис, как у больших узбекских авиалиний. Стоимость билета на мои даты была практически одна и та же на обе авиакомпании. Вечером в международной зоне Внуково находились 2 самолета из Узбекистана и 1 из Турции. А вот и диспетчерская вышка в лучах заката. Классный у них там обзор. Заруливает еще один, уже 3-й борт узбекских авиалиний Airbus A320 Neo, прилетевший из города Намангана. Борт новенький, поставлен в авиакомпанию меньше года назад. На посадку пригласили вовремя. Выход номер 23. Паспорт не проверяли, только предъявил посадочный. Дальше небольшой эскалатор и телетрап, который один подсоединен к самолету, хотя телетрапа на этой стоянке 2. Около входа в самолет очереди нет. Приветствуют бортпроводницы, которые просят предъявить посадочный и показывают, какой проход использовать, чтобы быстрее добраться до своего места. У меня место А, поэтому нужно сразу направо. Вход через первую дверь самолета, и после попадаем в бизнес-класс. Какая интересная компоновка премиального салона. 2 проход, 1 проход, 2. Получается, место посередине, как будто личные троны. Не встречал еще такого. А вот в экономе компоновка роскошная. 2 проход, 3 проход, 2. Обычно авиакомпании делают на одно кресло больше на 767, например, у Азура или Ютов. Получается за счет сокращения ширины каждого кресла, плечо к плечу. Обивка кресел из приятной ткани синего цвета. У каждого пассажира индивидуальный монитор и багажные полки, как на 777 или новых 737. Шаг кресел хороший, со своими 180 сантиметрами чувствую себя комфортно. Мониторы маленькие, но сенсорные. Хотя, чтобы нажать, нужно приложить усилия. Посмотрим попозже. В подлокотнике такой тройной штекер для наушников и розетка USB-A. Не самая мощная, но за полет телефон зарядит. Вышел на связь капитан, представился Равшаном Ташпулатовым и на 3 языках рассказал про время полета – 3,5 часа. Заметил, в салоне, как и у некоторых других авиакомпаний, нет индивидуального обдува для пассажиров. В кармашке лежит инструкция по безопасности, где перечислены 4 бортовых номера Боингов 767 и бортовой журнал. В Узбекистане в этом году отмечают 100-летие гражданской авиации. Забыл сказать про подголовник. Удобный, можно отрегулировать в разных плоскостях.
В самолет загружали багаж и детские коляски, которые сдают на входе. Бортпроводники в элегантной, красивой и строгой форме и белых перчатках, придающим движениям рук волшебную изящность. Инструкция по безопасности похожа не на короткое видео, а на целый фильм с отдельным сюжетом. Его показывали 2 раза, второй на английском. Около одного из выходов появился 4-й борт узбекских авиалиний. Это А-320 экспресса, прилетевший еще одним рейсом из Ташкента. Самолет отбуксировали к месту запуска напротив терминала. Пилот выпустил закрылки, которые увеличивают подъемную силу и сокращают скорость взлета. И мы медленно порулили мимо терминала Внуково в сторону 24-й полосы. Заметил черный самолет с оранжевым кругом на хвосте. Это единственный специальный Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air, у которого весь салон оборудован креслами бизнес-класса. Называют его Black Jet. Flight Radar показывает, самолет летает чаще всего в Турцию. За ним буксировали на запуск короткую версию 767-200 UTR в Ереван. Дальше, около зоны внутрироссийских линий, стояли 2 А-330 авиакомпании iFly, которые ждали утра для вылета в Сочи. Около старого закрытого международного терминала, как обычно, было пару самолетов Азура. И вот интересный гость – грузовой Ан-12 авиакомпании Авиатранс. Самолет аж 1970 года выпуска, а выглядит как новый. На стоянке правительственного терминала Внуково-2 смог разглядеть Boeing 777 из Туркменистана, А-319, который возит президента Армении, 767 президента Белоруссии и Dreamliner президента Таджикистана. Вот буквально пролетели минут 5, как пассажиры спереди решили улучшить свои жилищные условия и на всю откинули кресла. Большой плюс – им стало комфортно, мне не очень. Бортпроводники раздали наушники-вкладыши хорошего качества, но с самолетным штекером. Заняли эшелон, погасло табло, и команда начала обслуживание. Сначала соки, воды и напитки. Наливали по 2-3 стакана, в том числе было белое и красное. Предлагали соленые орешки и влажную салфетку. Обслуживали сначала салона и с конца. Встречались где-то посередине второго салона. Следующее на очереди было горячее питание. Выбор из говядины с гречкой и курицы с картошкой. Выдали все в пластиковом боксе. Ожидание как-то не соответствовало реальности. Скудно получилось. Особенно посмотрите на один кусочек огурца и дольку помидора. Мы точно в Узбекистан летим? Следующим раундом обслуживания были горячие напитки. Можно было попросить еще орешки. Взял черный чай без лимона. В туалете все чисто, свежо и просторно. Каких-то изысков не нашел. Иногда бортпроводники использовали освежитель воздуха, с моего места было слышно. Хочу отметить, в салоне было чисто. И еще забыл сказать, розеток в креслах нет. Вышел на связь второй пилот, сказал про время прилета в 2:35 ночи местного времени. В мониторе есть фильмы и мультфильмы на русском языке. Время полета пролетит быстро. За окном 2:30 ночи, город сияет множеством огней. Столица Узбекистана – крупнейший город Центральной Азии с населением 2,5 миллиона человек. Аэропорт Ташкента имеет неофициальное название «Южный», которое он получил еще в советское время из-за географического расположения относительно центра города. Еще интересно, у аэропорта длинная взлетно-посадочная полоса – целых 4 километра. На посадке не выключали свет в салоне самолета, как и в предыдущем полете на моем канале. Руление получилось быстрым. Самолет поставили на какой-то стоянке, где яркие прожектора на мачте освещали все вокруг, создавая театральную атмосферу. Переживал о том, как же буду последним на паспортном контроле из-за места в хвосте. А оказалось, выход будет с двух сторон. На улице прямо комфортно, и не холодно, и не жарко. Сказали, 18 градусов тепла. Теперь на сцене в лучах софитов Boeing 767. Около самолета было 2 автобуса, один для первого трапа, второй для моего. Прошел в первый автобус в надежде сократить ожидания в очереди. Недолгая поездка от стоянки, и двери открываются около большого здания. Пассажиры сначала выходили быстрым шагом, а потом перешли на бег. Решил не отставать. Внутри большая и просторная зона с кабинками для паспортного контроля.
На них написано, какие обслуживают граждан Узбекистана, а какие гостей. В моей линии было несколько человек. Все заняло минут 15. Спросили, на сколько дней, и сфотографировали. За паспортным контролем несколько каруселей для выдачи багажа, и посередине находится островок, где можно купить сим-карту с доступом к скорости 5G. Есть еще стойка информации. Спросил, где обменник. Ответили, ночью он не работает. Решил поменять завтра в городе, а сейчас заказать такси через Яндекс. Стоимость поездки в отель 21 тысяча сумм за самый дорогой тариф. Пересчитал в рубли около 170. Мне подходит, вызываю бизнес. Выхожу за зону встречающих, где мне каждый говорит, сегодня Яндекс не работает, и предлагает свои услуги. Прохожу зону ожидания и около дороги нахожу своего водителя на странной для меня машине BYD Son Plus. Водитель говорит на русском, рассказывает про город и рекомендует места для посещения. Извиняется за строительные работы, которые ведутся на дороге. В Узбекистане нельзя оплатить привязанной в России картой, поэтому платил за такси с карты иностранного банка. За 10 минут доезжаем до отеля. Машина была или электрической, или гибридной. Высадила и уехала бесшумно. Гостиницу «Юник» купил заранее за рубли через сервис МТС. На ресепшн предъявил паспорт и сразу получил ключ. Посмотрим предложение для проживания в этом отеле. Выдали двухместный номер, душевая комната, ванна мне, наверное, и не нужна. 2 кровати, мягкий матрас и приятное на ощупь постельное белье. Наступило утро. Открываю окно, и оно выходит не на улицу, а на внутренний двор. Мне не критично, но, возможно, кому-то это важно. В отеле есть завтраки. Не ожидал за такую цену чего-то изысканного, но выбор хороший, и фрукты, и горячее. Остался довольным. Отель понравился. В свободное время посетил всего несколько основных туристических мест. Пару слов про Ташкент. Приятно удивился. Город утопает в зелени. Практически все тротуары в центральной части города накрывают деревья, создающие тень и прохладу. Отвык от такого. Большинство машин в городе белые, чтобы не нагревались, когда жарко. Одно из самых популярных мест, конечно же, среднеазиатский центр плова. Работает с самого утра и до позднего вечера. На входе встретил разгрузку дров и вкусный запах. Около вывески фотографировались туристы. Справа вход на открытую кухню, где и происходит сама магия. Для посетителей вход свободный. Мои первые мысли были кулинарный театр, где на сцене происходит бурлящее и кипящее представление. Сейчас рис закрывают крышками, чтобы он впитал все ароматы и вкус специй и ингредиентов. В 2 шагах ребята готовят лепешки в тандырах. Самое потрясающее – это не только видеть, но и чувствовать жар и запах. Хотя жар здесь со всех сторон. Казаны топят классическим способом – дровами, которые заставляют бурлить морковь и мясо. Другие казаны только загружали составляющими, показывая всем желающим кулинарное мастерство. Готовый плов в одном из казанов начинает превращаться в аппетитные порции. Сотрудники четко и быстро работают. Один режет мясо, другой с ответственностью и вниманием накладывает плов. Вот от этого казана запах был лучше всего. И звук, и то, что происходило в нем. Места есть как на улице, так и внутри. Днем обедали в основном местные жители. Оплатить можно картами или наличными. В городе встречается интересная, красивая архитектура. И даже современная. На башню можно подняться. В Ташкенте есть метро. Оплатить можно картой или купить билетик у кассира. Проход через турникет, внутри как будто в музее. Хоть метро и открыто в 1977 году, станции делали с душой. Много мозаики и резьбы по мрамору. На тех станциях, где я заходил или выходил, было много отсылок к истории или культуре. Вагоны такие же, как в Москве на некоторых линиях. Читал, пассажиров обычно много, но мне попадались постоянно практически пустые вагоны. Был в центре, посмотрел на гостиницу «Узбекистан» и новые красивые здания в этом районе. Погулял по зеленым паркам и проспектам. Был на пешеходной улице, где много теннисных столов и игроков, готовых сделать партию. А в глубине красивый советский фонтан, который начинаешь чувствовать за 50 метров через капельки воды в воздухе. Одна достопримечательность, которую нельзя игнорировать, будучи в Ташкенте, это рынок. До него можно доехать на метро, станция находится практически около входа. На рынке есть все. Особенно привлекают фрукты. Идеальные помидоры с зеленой косточкой, сочные и свежайшие лимоны, клубника из тазиков, сочный чеснок и много-много всего. В большом здании рынка
которое в путеводителях называют сердцем Ташкента, продают скоропортящиеся продукты на первом этаже и орехи со специями на втором. В этой зоне со специями мне показался больше уклон в сторону туристов. Во всех других зонах рынка только местные жители. Своя жизнь, торги, приветствия или повышенные тона, если что-то не нравится. Спускаюсь по лестнице вниз и попадаю в совершенно неожиданное для меня место. Проход встречает громкими голосами и густым облаком дыма, исходящего от прилавков, где на открытом огне готовят еду. Воздух наполняется ароматами жареного мяса, специй и свежих лепешек, создавая настоящую атмосферу восточного базара. Не знаю, как называется половина блюд, которую готовили продавцы. Предлагаю послушать атмосферу. Как и в центре плова, здесь процесс приготовления был также максимально открытым. Вот только испеченную самсу в корзинках очаровательно накрывали одеялом, словно оберегая ее тепло и свежесть. Где-то стояла очередь за каким-то блюдом, которое было похожим на манты в тыквенном соусе, но не уверен в точности определения. В Ташкенте также есть обычные торговые центры с безликими фудкортами. В них неинтересно. Для заезда в аэропорт нужно получить карточку у живого человека, а не парковочного аппарата. На привокзальной площади идет какое-то строительство, все огорожено забором и вход с левой стороны. Здесь зона контроля безопасности. Сотрудник проверяет паспорта у пассажиров, и дальше все проходят зону контроля. Кажется, здесь идет расширение терминала. Такая, знаете, основательная стройка. Захожу через боковую дверь и небольшой эскалатор на второй этаж в зону вылета. И опять попадаю на очередной досмотр. С момента последнего прошло 100 шагов. Иду на регистрацию, получаю посадочный талон. Место выбрал заранее на сайте узбекских авиалиний при покупке билета. Паспортный контроль прохожу в полном одиночестве. Вопросы никакие не задают, только опять сфотографировали. Дальше очередной контроль безопасности. С последнего в этот раз прошло где-то 250 шагов. И зона duty-free. Не очень большая, косметика, парфюмерия и что-то из местных сувениров. Панорамные окна. Стоит А320 национального перевозчика, а на дальней стоянке с прожектором стоит Dreamliner, который часто летает в Домодедово, и иногда этот тип ставят на рейс во Внуково. Буксирует А330 лоу-кост перевозчика из Саудовской Аравии FlyNAS. Рейс выполняется в Джидду. Такое необычное направление связано с культурными и религиозными традициями. В чистой зоне есть небольшой отель для трансферных пассажиров. Называется капсульным. Зашел посмотреть, попросил показать, как выглядят номера. Небольшие комнаты, а душ и туалет общий. Все чисто и мило. Цены в общепите чистой зоны, мягко говоря, улетают в космос. Все указано в евро, и если сравнивать с ценами в городе, раз в 5 дороже. Вот салат, помидоры, огурцы аж 8 евро. В каком-то кафе с правой стороны можно купить и заварить лапшу типа доширак. Там цена хоть как-то объяснима. Началась посадка на мой рейс. Сначала всех пригласили подойти к телетрапу, потом девушка громко начала говорить на повышенном тоне. Посадка сначала тех, у кого зона D в посадочном, и все другие должны отойти в сторону. В толпе не было никого с такой зоной. Началась неразбериха. Потом они выяснили, посадка начинается все-таки с зоны C, но уровень взаимодействия с пассажирами был, мягко говоря, никак не клиентоориентированным. Отсканировали посадочный и пропустили в самолет. Подхожу и вижу старого знакомого, тот же самый 767-300ER с бортовым, заканчивающимся на 4. Он так и продолжает постоянно летать во Внуково. Захожу уже в знакомый салон, опять этот странный бизнес-класс с креслом для интроверта и приятный синенький салон эконома. В полете в Москву мое место будет с правой стороны второго салона, практически в том же месте напротив предыдущего полета. С этой стороны тоже грузили багаж и начали закрывать дверь. Загрузка окончена. Закончилась посадка вовремя, и нас начали буксировать. Заметили, как поднялись спойлеры и элероны? Это прошло тестирование систем управления экипажем. На полосу приземлился Boeing 787-8 Dreamliner из Дубая и обгоняет его буксир. Кто получится быстрее или сильнее? Запустили двигатели и поехали на взлет. Проезжали мимо другого 767, около которого стояло аж 9 человек из службы клининга. Они делают салон таким чистым. За ним стоял 737-8 MAX авиакомпании Fly Dubai. И именно на этом рейсе командиром был Олег, который поделился со мной взлетом А330 FlyNAS. В его инстаграме много классных фотографий из кабины пилотов. Обязательно посмотрите. На полосу приземлился 767 из Внуково.
тот же самый самолет, который в начале видео вылетал в Ереван. На рулении проезжали радиолокатор, который помогает диспетчерам контролировать воздушное движение. Он обнаруживает, идентифицирует и отслеживает самолеты в районе аэропорта. Дальше была стоянка бортов узбекских авиалиний, которые сейчас находятся на консервации. Здесь были не только грузовые Ил-76, но и Боинги 767 и 757. Крайне стоящий Ил-76 1990 года выпуска привлек внимание. Он выглядит так, как будто находится в состоянии восстановления. Старую краску сняли, а новую ливрею не нанесли. Надеюсь, скоро поднимется в небо. На предварительном пропустили вертолет Airbus, который пролетел четко по полосе. Через несколько минут начали разбег, после взлета откроется красивый вид на Ташкент. Сделали продолжительный плавный правый поворот, и дальше открылся вид на утопающий в зелени город. Вы посмотрите, этот район как будто установлен в лесу. Наверное, в нем высокая температура вообще не чувствуется. Во время полета в Ташкент, в начале видео, когда принесли еду, подумал, грешен цех питания Внуково. Но на рейсе обратно питание точно из Узбекистана. И тоже как-то без изобилия, про которое всегда рассказывали в интернете. При покупке билета выбрал вегетарианскую опцию. У пассажира рядом был точно такой же бокс, только горячее было с мясом. В районе задней кухни над местом бортпроводника находится панель управления связи и освещением салона. Выглядит старомодно, но функционально. Билет купил на сайте авиакомпании за 24 565 рублей. Оплатил картой МИР. Это был самый дорогой вариант перелета. Выбрал его именно из-за авиакомпании. Если выбирать лоукостеров, то вполне билет туда-обратно можно купить в пределах 17-20 тысяч рублей за неделю или 2 до вылета. Из Ташкента в Москву полет занял 4 часа и 10 минут. Около Москвы начали много маневрировать, потом сделали одну большую орбиту. Это овальный или круглый полет вокруг одной точки в ожидании команд диспетчера. Наша получилась овальной и долгой. Снизились, и в иллюминаторе увидел какие-то места, которые позволили идентифицировать, с какой стороны мы заходим на посадку во Внуково. Аэропорт Астафьево, из которого сейчас нет регулярных рейсов и летает только частная и бизнес-авиация. На одной из стоянок, кажется, стоит целый Ил-14, справа который левый самолет не смогу идентифицировать. Строительство какого-то большого транспортного узла в районе западнее Коммунарки. Летим над районами Ясенево и Теплый Стан и делаем левый поворот в сторону Внуково. В иллюминаторе открывается вид на развилку Ленинского и проспекта Вернадского. А там вдалеке виден центр, Лужники, университет МГУ и высотки Москва-Сити. На посадку заходим на ту же полосу, с которой и взлетали, на 24-ю. Освободили полосу практически в самом конце. Открылся вид на терминал бизнес-авиации, на перроне которого стоял VIP Як-42. Интересная особенность. У него увеличенная боковая дверь по сравнению с другими. ВИПы не хотят входить и выходить через хвост. На стоянке около крестовины стоит два на вид заброшенных самолета CRJ Руслайна и 737 Таджик Air, который был арестован за долги. Напротив пожарной команды находится для тренировок Ту-134. На полосу сел 737 Победы из Стамбула, в этот раз тоже почти с часовой задержкой.
На стоянке правительственного терминала насчитал 7 самолетов, целых 5 Ил-96, 1 Ту-214 и 1 Boeing Business Jet. На посадке маленький 737-500 Ютейра, но откуда он прилетел, так и осталось загадкой, так как Flight Radar не показывает вообще ничего около аэропорта из-за работ по глушению сигналов GPS. Заметил Суперджет, который раньше летал в бельгийской авиакомпании «Брюссельские авиалинии», а сейчас передан в авиакомпанию «Азимут». Ливрею пока менять не стали. Случилась классика. Самолет еще не выключил двигатели, а пассажиры готовы выходить. Во Внуково, чтобы дойти до зоны паспортного контроля и выдачи багажа, нужно долго-долго идти по коридору. Если работают траволаторы, они ускоряют этот процесс. На паспортном контроле работали практически все кабинки и очереди не было. Прошел за минуту. Дальше вниз, в зону получения багажа, которого у меня нет, на зеленый коридор. Так как кроме пачки кураги с рынка Ташкента у меня тоже ничего нет. И на остановку общественного транспорта. Во Внуково все так же пустынно. Где все люди? Почему никуда не улетаете? Выбрал сегодня автобус, хотя можно и на метро, и на машине. Кажется, вот он, мой, уехал. Спасибо большое, что вы посмотрели мое видео.